Коничева. 4 мая я проснулся в 4:15 утра. Душ, дрон в руки и вперед на озеро встречать рассвет. И тут неожиданный сюрприз. На улице стоял невероятно густой туман. Не было видно даже самой воды на озере, не то что Фудзи. И тут я вспомнил аналогичную ситуацию в Пушкинских горах. Вопрос только в том, на какой высоте заканчивается этот туман. И я полетел наверх. И на высоте около 100 метров получил просто ошеломительный вид. Тот случай, когда реальность превзошла самые высокие ожидания. По плану я должен был сразу после съемок поехать в Токио, но увидеть вживую и без тумана залитую солнцем Фудзи хотелось сильнее, чем Токио. Так что я вернулся в отель, чтобы через 3 часа еще раз спуститься к озеру. И довольно популярное место для снимки видов на гору Фудзи. Время всего лишь 8 утра. Как же я все-таки угадал с точкой для вида. Фудзи отсюда просто невероятная. Она стала, наверное, самым ярким впечатлением в этой поездке. Удовлетворив свое любопытство, я наконец-то поехал в Токио. Поездом, конечно же. Я не мог себе отказать в удовольствии в последний раз за поездку прокатиться на Шинкансене. Кстати, проездной JR Pass оказался в итоге мега удобным решением для перемещений по Японии. И вот я вновь оказался в каменных джунглях Токио. Закинул вещи в отель и пошел прогуляться в парк Синдзюку-гёен. Кстати, отель специально бронировал в этом районе поближе к этому парку. Кстати, приколы со светофорами пешеходными. Здесь светофоры без цифр, как у нас, отсчет по секундам. Просто длинные палки — это еще долго, короткие уже скоро. То есть просто на таких ощущениях объективных. Скоро или не скоро. Один из самых известных городских парков Токио — Шиндзюку-гёен. Сегодня здесь бесплатный вход. И реально очень много народу. Ну, мне кажется, что много народу. Возможно, что по местным меркам это ни о чем. Этот парк очень большой и считается одной из главных достопримечательностей города. В парке есть 3 отдельных сада, созданных в совершенно разных стилях – английском, французском и японском. Меня, конечно же, больше всего интересовал японский сектор. Это настоящее произведение садового искусства. Там есть несколько больших прудов с островками, а островки соединены изящными мостиками. Также на островках аккуратно вписаны в ландшафт беседки в японском стиле. Интересный факт. В Синдзюку-гёен растет около 1500 деревьев сакуры, которые каждую весну окрашивают парк во все оттенки розового. После прогулки по парку я вернулся немного отдохнуть в отель. Меня догнала жара, плюс вечером я хотел прогуляться в самый оживленный район Токио. Это район Сибуя, район, который можно назвать нестареющим сердцем и душой Токио. Он так же, как и парк, расположен в западной части города. В идеале можно было бы, конечно, даже прогуляться до Сибуи пешком от парка через храм Мэйдзи, но я немножко поленился и поехал на метро сразу в Сибую. Кстати, к вопросу ориентирования на местности. С этим я помучился, когда подобрал ресторан в интернете, а затем искал его вживую на месте. Вот когда ты находишься в любой стране Европы или Америки, обеих, ты название все равно можешь идентифицировать на основании латиницы, даже не понимая перевода. Здесь же такой вариант не прокатывает. На вывесках далеко не всегда дублируют название произношением на латинице. А сопоставить название иероглифами в интернете и на вывеске, ну так себе задачка, если честно. Из метро я первым делом направился в Сибуя Скай, смотровую на одном из небоскребов в центре. Купить билеты онлайн оперативно я не мог, понадеялся на покупку на месте. Но оказалось зря, все было распродано, хотя до последнего подъема было еще часа 3 минимум.
И вот Сибуя, тусовочное место с толпами народа и самым загруженным в мире перекрестком, который так любят показывать в кино. Я тоже поучаствовал в брауновском движении на нем пару раз, а заодно, кажется, понял, почему этот перекресток самый загруженный. Да там туристов треть минимум, которые как раз пришли его посмотреть и на нем пофотографироваться. А затем был тот самый квест – найти вживую сашими-бар, который я нашел в интернете. Мне еще просто повезло, что в том здании с кучей ресторанов на 3 этажах сашими-бар был всего лишь один. Тунец у них, кстати, был очень вкусный. Напоследок я еще немного погулял по центральным улочкам Сибуя. Реально очень интересный и красочный район. Как раз для любителей ночной жизни. И который напомнил мне район Дотенбури в Осаке. И здесь позволю себе побыть немного занудой. Дотенбури мне понравился больше, чем Сибуя. Хотя, если уж быть совсем откровенным, больше всего я в Японии бы хотел еще раз увидеть Фудзи.